Семеро одного не ждут. Значит так. Я не знал, что моя скромная персона настолько популярна. Значит, я коротко я буду говорить, вы уже там, кто там хочет слушать, кто не хочет, мне уже все равно. Значит, сегодня ополчение вело тяжелые бои в районе города Шахтерска, Тореза, Снежного, в районе Сауэр-Могилы, в районе высоты 198,3, в районе Мариновки и Степановки. Бои носили исключительно ожесточенный характер. Противник ударами с юга и с севера стремился завершить окружение донецкой группировки ополчения. Сейчас бой непосредственно между Шахтерском и Торезом продолжается. Ополчение атакует противника, стремясь выбить его с стратегически важного блокпоста номер 20 на Т-образном перекрестке между Торезом и Шахтерском. Могу сказать, что противник вел бой просто даже для меня непривычное количество бронетехники сегодня. То есть, наверное, единиц может быть 200, может быть 250. Я даже, честно говоря, затрудняюсь сколько сказать, сколько сегодня было противником введено в действие техники. Одновременно наносились удары, я повторяю, с юга и с севера. На Снежное, Торез и Шахтерск. И Сауэр-Могилу, и Степановку, и Мариновку. В результате ожесточенных боев большая часть атак противника отбита. Под Мариновкой взяты в плен трое офицеров вооруженных сил Украины, уничтожен один танк, 2 БТРа. В Степановке также противник отражен, Степановка осталась за нами. В настоящее время идет тяжелый бой, продолжается тяжелый бой за Сауэр-Могилу, но Сауэр-Могила остается в руках ополчения. Также отражены атаки противника на высоту 198,3, которая находится южнее населенного пункта Дубровка, который также остается в наших руках, и которая находится непосредственно где-то в 200 метрах от территории России. В ходе этого боя было уничтожено 4 танка, 4 БТРа, все они сгорели. Среди убитых находятся наемники негроидной расы. Вы, если заедете со стороны Куйбышева, значит, командир местного подразделения ополчения готов предоставить вам для съемок трупы убитых. Они пока остаются на поле боя, нетронутые, специально для того, чтобы их можно было отснять. Каким образом вы их сможете туда проехать, это уже ваши проблемы, но я в данном случае вас информирую. У нас не первый раз была информация о том, что в бронетехнике наглухо задраенные сидят наемники. Ну вот сейчас у нас появилась возможность вам это продемонстрировать. Я думаю, если вы туда съездите, вас там ждут. Ну уж не знаю, будут ли вас ждать там украинские вооруженные силы, будут ли они вас обстреливать или нет. Ну кто рискнет подъехать, тот сможет снять эти кадры. Далее, в районе между Шахтерском и Торезом, как я уже сказал, был тяжелый бой. Нами уничтожено в общей сложности 7 или 8 единиц бронетехники, я затрудняюсь сказать, сколько на данный момент. Большое количество солдат противника. Наши потери составили около 30 человек убитых и раненых, к сожалению. Ну, большая часть раненых. Бой там продолжается, мы рассчитываем восстановить сегодня до темноты, восстановить связь между Шахтерском и Торезом, поскольку атака идет с обоих сторон, и противник уже начинает отступать. Также он отступил и от Сауэр-Могилы, от Степановки и от Мариновки. В Горловке? В Горловке продолжаются ожесточенные бои. У меня сейчас на данный момент нет информации по Горловке. Я только что вернулся в Шахтерск, я ее еще не получил. Игорь Бендер говорили, что покинул Горловку. Я не буду комментировать данную информацию. Вы можете как подытожить коротко, какова ситуация и перспектива сейчас? Я не буду оценивать перспективы, поскольку не все оперативные моменты есть. Я могу сказать только одно, что противник бросает в бой все, что только можно, для того, чтобы завершить окружение группировки ополчения под Донецком.
Господин Строков, из газеты New York Times. Вы стреляли в самолет малайской авиалинии? Стреляли в самолет малайской авиалинии. Вообще-то я служил срочную службу, конечно, в ПВО и даже солдатом, бойцом роты охраны. Вот. Если вы считаете, что боец роты охраны ПВО, который никогда не видел ничего, кроме автомата, может стрелять по самолету авиалинии, Ну, вашей линии, я имею в виду. у меня не было в подчинении никаких установок БУК, как таковых. Тем более, соответственно, я не мог дать приказа им стрелять по самолетам малайских авиалиний. Еще вопросы? 2-3 вопроса, и я заканчиваю. Игорь Иванович, на ваш взгляд, как-то связана активизация украинских силовиков с приездом международных наблюдателей, которые должны доехать до места катастрофы? Потому что так совпало, что Шахтерск, они в Шахтерске стянули силы ровно перед приездом международных наблюдателей. Ну, допустим, наступление они начали накануне, и движение к Шахтерску они начали уже накануне вечером. Утро шли всю ночь и к утру достигли данной позиции. Я не берусь судить, насколько это было привязано или не привязано к приезду представителей ОБСЕ. Возможно, да. Возможно, они просто стремились в том числе продемонстрировать свои выдающиеся успехи, поскольку они рассчитывали захватить и Шахтерск, и Торез в течение одного дня. Игорь Иванович, вопрос. Я 2 дня был вот около Пески, и потом приехал к раненым бойцам в госпиталь, и там, в подразделениях, которые днем и ночью там сражаются, и здесь в госпитале очень усиленно кто-то распространяет слухи, что вот эвакуируется госпиталь, что Стрелков собирается оставить Донецк. Вот я вас прошу официально ответить по этому Значит, поводу. госпиталь был частично эвакуирован. Более 120 наших раненых были сегодня ночью эвакуированы на территории России. Поскольку я не могу исключать полную осаду со всех сторон Донецка, соответственно, я должен позаботиться о своих раненых товарищах. Соответственно, они были эвакуированы сегодня ночью, без происшествий достигли границы с Россией. Часть медперсонала, которая их сопровождала, и охраны также находится на территории России. Базовая часть медперсонала госпиталя находится на месте и продолжает выполнять свои обязанности. Все основные хирурги находятся на месте. То есть речи даже нет об оставлении Донецка? Сегодня, вчера и сегодня ночью подразделения ополчения выводились из Донецка, причем достаточно массово, для участия в контратаке под Шахтерском. Они будут, после выполнения данных задач, они будут возвращаться на свои позиции. Игорь И Иванович, уже возвращаются. Игорь Иванович, это очень важно для мировой общественности. Не могли бы еще раз подытожить ваше мнение по поводу сбитого самолета? Это очень важно, чтобы вы какой-то дали комментарий по поводу сбитого Я самолета. ничего не могу прокомментировать, поскольку я ничего не знаю по поводу того, как был самолет сбит, каким образом. Я только знаю, что он сбит и все. Я могу единственное, что сказать, что мои подчиненные его не сбивали. Игорь Безлер тоже не знал. Игорь Безлер вообще-то в гору. Самолет был сбит в гору. Игорь Иванович, какую поддержку вы сейчас получаете от России, от Российской Федерации? В основном морально. Дальше. Господа, спасибо. Я вам отвечал на эти вопросы.